Всем героям большой-большой привет, с вами на связи Импреза, как обычно, и сегодня у нас с вами обзор будет на Ледяную Королеву. Сейчас у нас с вами идет событие по кубам, мы с вами можем ее забрать, и я постараюсь в этом обзоре вам рассказать, почему она нужна, и что в ней такого интересного и очень полезного в ней можно открыть. Сейчас все постараюсь объяснить и рассказать, но по новой традиции, прежде чем мы начнем, заходите к нам в группу, вот ее название, «Герои против монстров», «Импреза». Ссылка внизу в описании есть, в комментарии есть, в описании канала, в шапке, там где угодно можно найти. Но если ссылка не работает, пожалуйста, вот это название можно написать. Очень много полезной информации в группе есть, можно и початиться, то есть чат, там постоянно какие-то сообщения, что-то кто-то обсуждает и так далее. Есть кузница героев, и вот, например, Ледяная Королева, можно на нее нажать и посмотреть, как лучше будет ее собрать. То есть, если вы, допустим, не хотите смотреть обзор, пожалуйста, заходите, пользуйтесь. Так, что еще? Есть борт-журнал, я веду там какие-то, ну, новости, не новости, там свои какие-то открытия, там что-то периодически, в общем, я там пишу. Также, кстати говоря, хочу ввести новый плейлист. Если вдруг кому-то нужна какая-то помощь в прохождении чего-либо, вы, пожалуйста, мне напишите, я могу взять ваш аккаунт и попробовать пройти то, что вы не можете пройти. Давайте с вами там спишемся, попробуем, обсудим какие-то моменты, там что-то не получается, арену, кошмар. Будет интересно попробовать, если кому-то нужно, пишите. Также есть кузница по палкам, практически все палки расписаны, там, по-моему, 2 только не хватает последних. Вот, поэтому все можно посмотреть, все достаточно интересно, написано. Разные сборки, есть защитные сборки, есть сборки на урон и так далее. Ну, в общем, полезной информации много, поэтому заходите, вход свободный, всем буду рад. Ну а сейчас давайте с вами вернемся к обзору по Ледяной Королеве. Итак, здесь у нас какие особенности? Шанс заморозки плюс 10% и дополнительный урон по замороженным врагам. То есть тут все достаточно очевидно, понятно и просто. Но фишка ее в чем? Фишка ее, конечно же, находится в кузнице. Так, что такое? Не открывается, не заходит. Что случилось? Ой-ой-ой-ой. Ну вот только что все работало. Ага. Так, заходим в кузницу. Ну, бывает момент. Итак, здесь вот оно то, ради чего мы с вами должны королеву открывать. Здесь у нас идет дополнительный урон по замороженным врагам 1,15. Это очень много. Это вот, ну, ни у кого такого не встретишь. Это невероятная прибавка, во-первых, к мощности, во-вторых, прибавка к вашему урону, потому что вы будете замораживать очень часто. Вы будете замораживать практически во всех режимах, да. Единственное, только не замораживается у нас с вами на боссе. Босс, он не замораживается, там, соответственно, урон по замороженным не работает. В остальных режимах мы с вами статус эффект этот используем всегда. Поэтому обязательно нужно открывать королеву. Обязательно нужно прокачивать вот это глобальное усиление в кузнице. Оно очень и очень полезно. Старайтесь, даже если суперы сольете, то в этом ничего страшного нет. Прибавка очень и очень мощная. Давайте смотреть, что у нас здесь. Плюс 5% к шансу заморозки, это ладно. 15% на область эффектов, хорошо. Дополнительный урон замороженным врагам есть. Так, что еще? Длительный статус эффектов, но это тоже в целом будет приятно. То есть в замороженном состоянии у нас мобы будут находиться дольше. И что еще тут интересного? Да в целом-то и ничего. Давайте по глобальным усилениям. Все герои получают дополнительный урон замороженным врагам
еще один множитель у нас добавляется 5 сотых. Это тоже очень и очень хорошо. То есть здесь 5 сотых, там 15 сотых. Это на самом деле очень и очень много. Поэтому это обязательно нужно открывать. Вы с этим героем станете намного сильнее. Не упускайте этот момент, не пропускайте. Сейчас идет событие кубы. Обязательно старайтесь этого героя открыть и прокачать. Плюс 5% длительности статус эффектов. Ну, тут как бы мощности вы не почувствуете какую-то разницу особую, но все равно все это по чуть-чуть, по крупице, оно все будет складываться, и вы будете сильнее. Поэтому хорошо, пусть будет так. На 90 уровне тоже мощная глобалка. Все герои, которые относятся к магический совет, по-моему, называется, да? Ну, в общем говоря, ко всем магам. Все герои у нас с вами получают плюс 1 магический снаряд. И все герои также получают урон по замедленным врагам. Ну, просто красота какая-то. То есть, большая часть глобальных усилений у нас, она, по большому счету, является очень такой полезной. Поэтому стараемся открыть героя, стараемся прокачать и, соответственно, стараемся получить вот эти вот усиления, которые нам дадут глобальные вот эти вот усиления. То есть, извините за тавтологию, то есть глобальные вот эти усиления, которые дает Ледяная Королева, они нам очень и очень нужны. Что у нас интересного здесь? На 140 уровне еще у нас получается дополнительный урон по замороженным врагам, но герой достаточно старый, альтернативы очень и очень много. Может быть, кому-то будет и интересно за нее поиграть. В любом случае открывать ее надо, еще раз повторюсь, и не раз, наверное, за этот обзор еще раз скажу, что открывать в любом случае нужно, потому что глобальные усиления очень нужны. Но играть, скорее всего, вы навряд ли будете за нее, потому что альтернативы много. Если вы только начинаете играть, и это первый ваш открытый герой, скорее всего, вы будете, в таком вот восторге от того, что вы ее открыли, вы за нее играете, и, соответственно, вам будет очень и очень интересно, потому что что-то необычное, что-то такое похожее на ледяного мага. Я обязательно покажу, как работает Эва. Эва у меня открыта, пусть не полностью, но мы хотя бы с вами увидим, как работают вот эти вот сосульки на Эва. Что у нас здесь по скиллам? Здесь попадание по замороженному врагу увеличивает урон за каждое попадание на 10%, суммируется до 10 раз. Ну, здесь, скорее всего, идет такая параллель с камнем на уязвимость, то есть стак. Я, конечно, могу ошибаться, но что-то мне подсказывает, что здесь именно вот этот принцип работает. Не знаю, насколько я прав, может быть, совсем в корне не прав, но почему-то вот у меня такое предчувствие есть, потому что стак по факту переводится как складывание. И вот здесь вот это слово складывание, оно написано вот как суммируется до 10 раз. Ну, скорее всего, речь идет об этом. Далее. Враги, которые выходят из заморозки, замедляются на 60% на 3 секунды. И вот здесь, если мы с вами этот показатель будем прокачивать до третьего даже уровня, если мы его с вами поднимем, у нас этот показатель будет равен 70%. То есть, что это значит? Что в теории у нас с вами работает здесь не только урон по замороженным врагам, но и также появляется еще и замедление. То есть работает дополнительный урон. Если у нас с вами есть глобальное усиление, может быть, таланты у вас прокачаны, ну и, соответственно, урон выше, и появляется статус-эффект на замедление. То есть можно пробовать проходить арену, можно пробовать проходить кошмар, обычные сложные главы молчу уже, просто не хочу об этом даже говорить. Можно проходить в любом случае, поэтому пробуйте, тестируйте в большинстве режимов. Я думаю, что у вас все получится и будет очень и очень интересно. Да, со временем она у вас уйдет на полку, и вы не будете за нее играть. Но в любом случае вы будете чувствовать ее пользу от глобальных усилений. Ульта. Долгая зима.
замораживание врагов заполняют ульту. При заполнении враги на большой площади вокруг героя сильно замедляются. То есть опять у нас с вами, да, замедление. Пока не замерзают через 1,5 секунды в течение 10 секунд. Если замороженные враги пропадают у нас в этой области, они разбиваются и взрываются, нанося 500% урона от оружия. Ну, достаточно все интересно. То есть здесь у нас с вами опять замедление фигурирует. Пересекается немножко с другим скиллом. У нас ультимативная способность. Ну и да что тут сказать, давайте смотреть, что у нас в кузнице. То есть тут по большому счету все понятно. То есть заморозка, замедление, все, нам тут больше ничего и не надо. Давайте смотреть, что у нас здесь. Итак, по кузнице, что интересного. Либо мы с вами ставим урон замедленным врагам 1-1, либо ставим урон еще в 15 сотых на замороженных врагов. Ну, естественно, королева у нас с вами не замедление. Королева у нас с вами ледяная. То есть вероятность того, что королева кого-то заморозит, она явно будет выше, чем королева кого-то замедлит. Но тут просто по логике, конечно же, лучше поставить урон по замороженным врагам. Он и выше, и чаще. То есть он большая вероятность на то, что мы с вами кого-то заморозим, и еще и больше урона мы с вами дадим по замороженным врагам. То есть тут все просто. Здесь при размораживании враги получают 500% урона, и замороженные враги получают 80% урона в секунду. Здесь немножко давайте вот остановимся. Я постараюсь сейчас объяснить, почему я выбрал именно правую сторону, нежели чем левую. Итак, левая сторона, давайте еще раз. При размораживании враги получают 500% урона. Не факт, что враг у вас разморозится. То есть, что это значит? Вы можете уничтожить моба до разморозки, и, соответственно, вот этот навык в левой стороне на втором уровне в кузнице, он просто у вас уйдет в молоко. Есть такая вероятность, ну, как бы это моя теория, это мое предположение. Я вот так вот рассуждаю и делюсь с вами. И поэтому именно вот по вот этой причине я решил выбрать именно правую сторону, потому что здесь как написано, вот если мы заморозили, то они получают 80% урона в секунду. То есть я буду понимать, что этот скилл, он работает постоянно. То есть нет такой вероятности, что как вот в левой стороне что-то где-то куда-то уйдет в пустоту, в молоко. Поэтому я выбрал именно правую сторону. Особенно, если у вас уже аккаунт хотя бы немножечко прокачан, то есть есть какие-то глобальные усиления, да и потом в будущем, чем больше он у вас будет прокачан, тем меньше вероятность того, что левая сторона, она у вас здесь сработает, потому что вы будете также и прокачивать длительность статус эффектов, то есть тут все достаточно легко и просто нужно просто вот немножечко подумать. Если длительности статус эффектов у вас очень мало, то есть у вас ее практически нет, то можете поставить левую сторону, но как будто бы это будет для вас более выгодной стороной. Здесь разобрались. Кузницу мы с вами посмотрели. В Эво у нас диадема льда замораживает противников и обрушивает на них ледяные осколки, которые при падении взрываются и разбивают врагов на осколки. Ну, то есть это дополнительный урон, это дополнительная какая-то визуализация. То есть здесь все также достаточно элементарно и просто. На 5 уровне в кузнице давайте смотреть, что здесь. Либо 25% к области эффектов, ну, как будто бы скучно, да, звучит. Еще иконка такая синего цвета, то есть она у нас как бы не обязательно, чтобы было эво, то есть она и без эво будет у нас с вами работать. Либо
При каждом падении сосульки с некоторой вероятностью вокруг разлетаются ледяные осколки. То есть сосулька падает, вокруг нее вот эти осколки появляются, и они в разные стороны полетели. Ну, тут как бы прям вообще без вариантов, как будто бы нужно поставить правую сторону, потому что, ну, как минимум, она связана с Эво. То есть, если бы она была, левая сторона, если бы она была, например, такого же цвета, фиолетовой, то можно было бы еще подумать, например, да, был бы в этом какой-то толк. Но мне кажется, что в синем толка нет, потому что здесь, ну, видно, что распространяется и на стандарт, и на Эво, а здесь, вот видите, только на Эво. То есть мы здесь уже какой-то дополнительный визуальный эффект с вами будем видеть, и будем, получается, видеть визуально, то есть от чего у нас с вами идет дополнительный урон. Будет возможность, обязательно прокачаю, но пока возможности нет, супера сливать не буду, потому что очень жалко. Итак, давайте с вами перейдем по традиции в подземелье, посмотрим, что у нас интересного будет здесь, какой вообще результат Ледяная Королева у нас с вами тут покажет. Сейчас все узнаем. Так, плюс 2 снаряда. Раз. Шарик возьмем 2. Посох возьмем 3. Почему стараемся брать все на лед? Во-первых, это контроль. Во-вторых, будет очень быстро заполняться ультимативная способность. Скорость перезарядки сокращается. Эво у нас идет от книги урона. Берем. Обновляем. Ну и скорость возьмем. Так, здесь сейчас забег начнется. Убираем. Настройки. Убираем. Вот так. Чтобы все было видно. Области давайте прибавим. Потому что область тут у нас тоже немаловажна. Давайте дымок добавим. Так, перезарядка. Еще область прибавится у нас немножечко на 25%. Но ни много ни мало. Молот возьмем. Так, плюс 2 снаряда, плюс 33% урон. Перезарядка сокращается и область эффектов добавляется. Ну все, всем тут сейчас будет очень и очень плохо, мне кажется. Итак, диадема льда. Призываем на замороженных врагов сосульки с неба, которые с ледяной точностью обрушиваются на них со взрывом. Итак, смотрим. Бам-бам-бам. Видите, да, сосульки? То есть Эва у нас с вами выглядит именно вот таким вот образом. Сейчас давайте урон прибавим. Удвоение возьмем. Сейчас все у нас здесь достаточно интересно будет. Сейчас она еще тут даст жару. Мне кажется, и бегать даже не придется. Сейчас она тут спокойно, размеренно, с чувством, с толкой, с расстановкой. Всех она сейчас тут и заморозит. Вечная мерзлота будет. Сейчас еще и перезарядку прибавим. Ну тут уже видно. То есть у нас нужно 1200 сделать. Минута еще не прошла. А у нас уже больше половины открыто. Сейчас еще урон прибавим. Еще проще станет. Ага, все. Все, вот так вот. Видите, да? Поговорили, похвалили и все пошло немножко не по плану. Ну ладно, придется побегать немножко. Сейчас, может быть, нас тут и заклюют. Но в любом случае урон у нее, я думаю, что покажет неплохой. Плюс сейчас еще хп достаточно маловато. Соответственно, работает талант на то, что хп очень мало. И, соответственно, с пониженным хп у нас с вами работает повышенный урон. Сейчас мы с вами еще тут области пробавим. Плюс ледяную палочку еще возьмем. И вообще все будет очень хорошо и красиво. Остается у нас с вами 25 секунд. Уже больше 1000 у нас с вами есть. И число растет.
достаточно быстро, уже 1100 есть. Плюс уровни прибавляются. Но вот где ее можно использовать? Мне кажется, что обычные главы, да. Кошмар можно пробовать. Можно пробовать арену проходить. Ну, как будто бы все. Как будто бы больше от нее нигде толку нет. Ну, попробуйте гильдейские забеги, тоже попроходите. Ну, а так в целом, мне кажется, все. Больше от нее толку никакого нет. Самое главное, это открыть глобальное усиление. Все. Больше нам от нее ничего не нужно. То есть обязательно нужно кузницу прокачать. Так, ну давайте посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас получается сколько? 11,2. Ну, неплохо. На самом деле это неплохо, это хороший результат. Ну, конечно, еще давайте брать в расчет то, что у нее 4 звезды, то, что у нее есть Эва, но, конечно, не прокачаны скиллы. Скиллы пока по-хорошему нужно прокачивать, но не хочу и не буду. Вот такой вот обзор получился. Я надеюсь, что самая главная суть, что нужна вот эта вот нам глобалочка с кузницы. Я думаю, что суть у меня получилось передать. Всем спасибо, кто посмотрел. Заходите в группу, всех жду. Там пишите комментарии и так далее. Там все остальное. Колокольчики, лайки ставьте, кому понравилось. Кто посмотрел. Всех буду ждать. Всем буду рад. С вами был на связи Импреза. Всем пока-пока. До новых встреч.